Всех приветствую на моем канале. Продолжаем Choice of Life на островах. Приключения свои продолжаем. Продолжаем выживать. Продолжаем заниматься всяческими интересными штучками на этом острове. А именно, закончили мы прошлую серию на плоскогорье. Я сказал, что забираться на нее мы будем в следующий раз. Вот давайте с этого и начнем. Оставив лес позади, вы уперлись в крутой склон. Подъем выглядит не очень высоким. Забраться не составит труда. Так давайте заберемся. Опираясь о выступающую каменную породу, вы лезете наверх, стараясь не соскользнуть. Спустя какое-то время силы иссякли, но преодолена лишь половина склона. Посмотреть вниз точно не надо нам. Посмотреть наверх, зажмуриться. Давайте зажмуриться. Ясно. Стиснув веки аж до головокружения, вы теряете равновесие и летите вниз. Но кто просил прям настолько сильно стискивать веки? Вы вновь на твердой земле, хоть и не планировали такой резкий спуск. Стоит ли попытаться забраться снова? Блин, офигенное начало, просто в никуда сердечко потратили, как обычно. Куда деваться? Оставаться на ночь в лесу, где обитает минимум один опасный хищник, нет никакого желания. После недолгого перерыва вы вновь лезете на гору, и в этот раз подъем дается чуть легче. Удивительно. На последнем издыхании вы совершаете рывок и наконец-то оказываетесь на вершине небольшого плоскогорья, озаренного лучами солнца. Любоваться видом. Отсюда виден практически весь остров. По другую сторону плоскогорья простирается большое поле, а за ним одинокий мыс. Высота защищает от хищника, у подножия журчит ручей с пресной водой. Здесь просто идеальное место для баз. Пора дать имя новому дому. Еще одно место для баз. Мы уже находили пещеру какую-то там подходящую для базы, и тут еще одно место. Форт Непокорный, замок одинокого волка, крепость выжившего. Форт Непокорный. Ваша база будет символом борьбы человека с природой. Быть может, через сотни лет люди будут использовать ее как храм в честь мятежного духа человечества. С названием базы определились, осталось только ее построить. Изрядно поработав руками, вы соорудили простенький шалаш, а оставшиеся палатки пустили на начало для частокола. Чего-то не хватает. Смастерить кресло-качалку, развести костер, всего достаточно. Кресло-качалку. Решив, что с вас довольно опасное приключение, вы мастерите из подручных средств кресло, на котором можно наконец-то расслабиться. Полный релакс давайте устроим. После небольшой работы руками база стала заметно уютнее. Нужно ли что-то еще? Красить? Ну давайте прям мы тратим на это кучу ресурсов, блин. Вы оглядели плоскогорье и поняли, как сделать его еще лучше. Спустя полчаса шалаш и даже частокол, украшенные гирляндами из тропичных листьев. Ну блин, вот это уже было лишнее. Тратить ресурсы прям на такую фигню. Когда с обустройством базы было покончено, солнце уже скрылось за горизонтом. Вы поднимаете голову к небу, наблюдая множество звезд. Возможно, где-то там есть созвездие вашей удачи. Искать созвездие. Вы напрягаете зрение и фантазию, но вдруг начинаете дремать. За спиной послышались голоса. Чур меня! Чур! Кто здесь? Кто там? И кто не откликается? Вы замечаете у костра два темных силуэта. Чума на 300 лет раньше, а теперь еще и этот рыжий поселился на острове. Ты уверен, что с ним не будет проблем? Слушать.
Странный матрос. О, это не тот самый наш знакомый, которого мы видели на корабле. Судя по раскладу, ему осталось недолго. Или джунгли сожрут, или пираты прикончат. Эй, вы кто такие? Ваш собственный крик звучит отдаленно и глухо, и два силуэта постепенно растворяются. Вы резко вскакиваете, да так, что ударяетесь лбом о крышу шалаша. Все это было лишь сном? Или нет? Размышления о значении этого сна терзали вас недолго. Вскоре вы вспомнили, что вам необходимо выживать. Раннее утро, новый остров, новая жизнь. Можете использовать второй шанс и изменить жизнь к лучшему. Так все нормально. Солнце поднимается за горизонт, а сегодня замечательная погода, чем бы заняться. Покататься на кресле, обустроить базу, отдохнуть. Обустроить. Тут никогда не ступала нога человека, повсюду кусты и трава. Вырвать кусты, подстричь траву. Подстричь траву. С помощью ржавой сабли вам удалось подстричь траву одинаковой длины. Кажется, вы изобрели газон. Вау. Перед вами раскинулось плоскогорье, ваша база, ваш шалаш. Очевидно, это только начало пути. Узнать размеры плоскогорья, составить план будущей базы. Для начала размеры узнаем. Вспомнив свой рост, вы подобрали палку такой же длины. С ее помощью вы узнали, что в длину плоскогорья 300 футов, а в ширину 400. Что вы собираетесь делать с этой безусловно полезной информацией? Лучше поем, теперь найду периметр. Ищем периметр. Он может пригодиться для строительства частокола. Вот. Есть длина, есть ширина, осталось только извлечь корень. Сложить и разделить на 2, сложить и умножить на 2. Судя по этим двум картинкам, что-то там наверняка уже идет не в ту сторону. Давайте это, хотя тут тоже. Судя по сердечку, все не очень хорошо. Действие оказалось бессмысленным, как и ваши мечты стать математиком. Это да. Ну, составим план тогда. Вы на глаз определили размеры участка, какой-нибудь домик сюда точно влезет. Так незаметно наступил вечер. Спать. Чувствуете, что неспроста остались живы? Может, у вас есть какое-то предназначение, да еще этот странный сон? Главное теперь выжить. В таких размышлениях вы провели несколько дней и ночей. Пение птицы знаменовало наступление утра, а звук из области желудка напоминает, что пришло время завтракать. Поймать птицу, осмотреть вещмешок. Перед вами несколько свертков с сушеным мясом, галетами и фляга с водой. Есть умеренно. У нас всего одно сердечко и один мешочек остались. Это очень плохо. Одна галета, один кусочек сушеного мяса, один глоток воды. Вы не наелись, и сил поработать вам хватит совсем на чуть-чуть. Количество еды значительно уменьшилось. Посчитать останки. Если питаться таким количеством еды, как сегодня, то можно прожить еще пару недель. Наверное, не двигаться, чтобы... Главное не двигаться, чтобы не тратить энергию. Ну, такое себе. То ли инстинкт выживания, то ли рациональное мышление подсказывает вам, что нужно искать источник пищи. Логично. Смотрите окрестности внизу. Проверить свои запасы еще раз. То есть, если мы проверим еще раз, мы что, случайно найдем какие-то свои секретные закрома? Вытряхнули все, что осталось из мешка, на землю упало несколько хлебных крошек. И зернышки, кстати, зернышки. Точно. Выращивать. Не зря же мы взяли их с собой. Семена, поле, сажать.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Пора вставать на пути приключения. Собрав пожитки, вы подходите к склону, смотря на просторное поле. Осторожно спускаться, не надо нам тут вытворять цирк. Вы так боялись упасть, что перенервничали и споткнулись. Ох уж эти выборы божественные. К счастью, земля у подножия оказалась мягкой, даже падать туда приятно. Угу. Отряхнувшись от земли, вы проверяете карманы. Косточки загадочного фрукта все еще при вас, а значит, пора отправляться на поле, чтобы вырастить себе пропитание. Путь. Последний раз оглянувшись на вершину плоскогорья, вы улыбаетесь верхушке шалаша, виднеющейся отсюда, и обещаете вскоре вернуться на базу. Плоскогорье путь закрыт, открыты пути поля и схрон припасов. Схрон припасов. Сразу давайте туда. Впереди показалась знакомая скала, и эту пальму вы уже видели. Сколько дней прошло, вспоминания после кораблекрушения все еще свежи. Вспомнить про тайник, зачем я вообще сюда пришел? Ну, тайник. Точно. Через несколько часов поисков вы заметили несколько ящиков и бочек, которые смогли увезти на лодке. Схрон уже изрядно присыпало песком. Опа, плюс 2 мешочка. Листья пальмы защитили схрон от дождя и ветра, несколько мешков, гвоздей, большое количество инструментов и 3 свертка парусины остались целы. Все полезные ресурсы собраны, осталось решить, что делать дальше. Уже ночь, а среди скал есть сухая пещера, которую можно использовать как укрытие. Давайте. Когда вы засыпаете на грубых камнях, вас посещают мысли о том, что неплохо было бы здесь все обустроить. Что, еще одно убежище делать, что ли? Это уже третье будет или что? Вы уже даже придумали, на какой стене повесить картину. Какую еще картину? Всю ночь вы ворочаетесь, и наконец-то вас будет адская боль в спине. Спать здесь абсолютно неудобно. Постелить кровать. Плюс сердечко. Из остатков досок, веток и листьев пальмы получилась неплохая лежанка. Даже ресурсы не пришлось тратить. Вау. Проверяя вещмешок, вы обнаружите, что он открыт и измазан чем-то вонючим. Внезапно вас окутывает страх перед хищниками, которые могут скрываться в лесу. Строить защиту. Мы реально будем здесь еще одно логово делать. Мы на всем острове так 10 лагерей настроим. Зачем? Мы же только что от одного ушли. А до этого еще одного. Ладно. Новыми инструментами и фобиями вам удалось возвести частокол всего за несколько дней. Теперь вашу пещеру окружает частокол высотой 5 футов. В своей новой крепости вы чувствуете себя в безопасности от дикой природы. Чем бы заняться дальше? Исследовать окрестности. Путь привел вас далеко в джунгли, где расположился живописный ручей. Возвращаться назад уже темно и опасно, но, к счастью, здесь отличное место для привала. Брать валежник и развести костер. Ночь прошла безопасно. Беззаботно. Костер согревал вас всю ночь и полностью прогрел. Наконец-то вы выспались и набрались сил. Пришло время возвращаться в свой форт. Ой, да неужели? Полюбоваться еще на чуть-чуть. Ну ладно, еще чуть-чуть. Вы долго любовались красотой природы, пока вас не привлекло кострище, среди пепла что-то лежит. Так. Покопавшись в пепле, вы обнаружили несколько глиняных черепков причудливой формы. Набрать себе и сделать талисманы. Здесь есть глина. Брать. Вы обработали черепки, изготовили причудливых идолов. Теперь вы верите, что они поддерживают вас в трудную минуту. Ну да. Пока вы работаете в своем форте, с высокой пальмы все время доносятся странные звуки. В какой-то момент показалось, что вас зовут.
Вам показалось, что это неприятного вида матрос расположился на пальме, но нет. Большая обезьяна лежит на ветке высокой пальмы, чешет ягодицу и явно ухмыляется, глядя на ваш тяжкий труд. Ой, животные. А у меня вот есть порт. Обезьяна скептически осмотрела вашу оборону. Вот это лицо. Тебе нужно работать, чтобы жить на этой земле? Нет. Да. Ну да. Кажется, в ее словах есть доля истины. Пока вы приходите в себя от встречи с говорящей обезьяной, к вам пришла идея, как ей возразить. У меня есть удобство, ты тоже могла бы трудиться, труд облагораживает. Но у меня есть удобство. У меня есть форт, у меня есть хоть что-то для радостей. Обезьяна презрительно хмыкнула. Я и так радуюсь жизни. Что-то еще умное скажешь? Труд сделал из обезьяны, но вы поняли, да-да. Ладно, без труда и не выловишь, да-да-да. Я ем бананы. Ну, ты иди себе и ешь дальше. Чё ты начал меня тут презрительно смотреть на меня и презрительно что-то там еще. Ладно, скучно с тобой, пойду я купаться в водопане. Давай, топай отсюда. Мудрейший из существ. Ну да, ну да. О, плюс сердечко, титул получен друг приматов. Это титул. Кстати, мы титулов уже давно не получали новых. Учитывая, сколько их здесь, что-то я даже соскучился за ними. Что-то этот титул мне напоминает. С приматами надо дружить. Ну-ну. Вы догнали мудрого примата и искупались вместе. Все-таки есть что-то в его взгляде на жизнь. Закрытые пути схован припасов. Теперь нам в поле. Впереди просторное поле с невысокой травой, обдуваемой ветром с моря. Предстоит тяжелая работа пахаря, но готовы ли вы к ней? За дело буду готов позже. За дело. Кто не работает, тот не ест. Перспектива умереть от голода совсем не радует. Уже готовы к спахиванию, вы понимаете, что у вас совсем нет подходящего инструмента, ресурсов не так много, так что нужно выбирать, на что их лучше потратить. Деревянная лопата, каменная мотыга. Лопата, давайте. Кое-как прикрепив лист коры к массивной ветке, у вас получается простая, но экономичная лопата, которой хватит хотя бы ненадолго. Парники уже в ужасе от вашего грозного вида. Пора безжалостно выкорчевывать их из земли. Усердно работать. Вы так старались, что лопата практически сразу сломалась, ударившись о что-то твердое в земле. Оставшись без инструмента, вы роете землю руками и достаете небольшой полусгнивший сундучок без замка. На дне оказывается бутылка с мутной жидкостью и пожелтевший лист бумаги, свернутый в трубочку. Что там? Настойка на кокосе, перца и чем-то еще. Выдерживает не меньше года. Дата разлива. Набор цифр. Выпить или зарыть. Выпить или зарыть? Ну, выпить просто выпьем и все. А зарыть это... Или тупо зарыть и забыть, или зарыть на будущее. А в будущем мы, может, еще вернемся к этой бутылке, не знаю почему. Ладно. Шумно выдохнув, вы залпом выпиваете все до капли. Сладость, горечь и острота в безумном коктейле спускается по горлу и к желудку. Несколько секунд вы смотрите на одну точку, пытаясь оценить собственное состояние. Еще через минуту вы ощущаете прилив жизненных сил.
Напиток из кокоса, перца и чего-то еще оказался крайне тонизирующим. Ну окей. Плюс сердечко. Вы ощутили в себе столько энергии, что смогли перепахать огромный участок голыми руками, не почувствовав и капли усталости. Терминатор. Все готово к засеиванию, знать бы еще, как это правильно сделать. Сажать как попало. У нас выбора другого и нет. Предмет убран, косточки. Вы произвольно раскидали горсти семян и слегка присыпали их землей, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы получить хоть какой-то урожай. Задумавшись о поливе, вы набрели на небольшое озеро. Какая находка! Действительно, какое совпадение. Рисовать на песке, умыться и отдохнуть, глядеться по сторонам. Вокруг оказалось множество камней и веток, которые наверняка пригодятся в будущем. Плюс мешочек. С озера виднеется груда камней, выступающая над деревьями. Может там что-то интересное, впрочем, сейчас идти туда слишком далеко. Тогда назад. На ходу вы размышляете о своих будущих планах. Стоит как-нибудь исследовать эти камни, ведь там может быть что-то полезное для выживания. Может быть. Поле атаковано воронами, они клюют драгоценные семена. Кричать на ворон или размахивать руками? Давайте руками. Вы носитесь вокруг пашни, пытаясь прогнать птиц, но они не обращают на вас никакого внимания. Похоже, семена очень уж вкусные. Гуманные методы не помогают, нужно что-то посерьезнее. Стрелять из аркебузы, кидать камнями, рубить саблей. Но рубить саблей такая себе идея, как по мне в ближнем бою против воронов. Стрелять из аркебузы тоже, как бы тратить драгоценный порох, там, пульки. Давайте камнями. О, плюс сердечко, как неожиданно. У вас получается подбить несколько ворон, которые составят отличный ужин. О, какой сюрприз. Остальные птицы, чувствуя опасность, взлетают ввысь. Вороны все еще кружатся над полем, но уже боятся вас. Нужно закрепить их страх перед человеком. Вот теперь уже можно и стрелять. Вы направляете дуло в сторону хищной стаи и совершаете залп. Ни одна птица не пострадала, но испугались все разом. И тут же улетели прочь. Уже подумав, что проблема решена, вы краем глаза замечаете еще одну пташку. Что за пташка? Вы перебарываете гнев и присматриваетесь. Оказывается, что это попугай капитана Орландо, и он даже не клюет ваши посевы. Могли бы и пристрелить. Матрос уже не матрос, а фермер. Работа кипит. А как же? Вы рассказываете попугаю о том, какая у вас роскошная база и как много вкусных фруктов вот-вот вырастет. Но тот смотрит с недоверием. Как попугай вообще может смотреть с недоверием, как и обезьяна? Анкус? Табак? Табак? Где? Орландо улетает на запад к высоким холмам, и вы стараетесь поспеть за ним. Попугай приводит вас к краю поля и садится на один из кустов с большими зелеными листьями. Без помощи Орландо вы могли бы принять это растение за обычный сорняк. Осмотреть кусты. В этом месте росло с десяток кустов табака, но на всех из них листья выглядят подвявшими. Кажется, им тяжело расти в подобной среде. Но мы же фермер. Мы же сейчас все порешаем. Пусть вы и не обладали тягой к курению, но хороший табак вам бы не помешал. Кто знает, может это и прям очень вкусный сорт. Выкопать кусты. Раз уж вы взялись за участь земледельца, то можно попробовать пересадить несколько кустов в свой огород. Если они приживутся, то у вас должен быть отличный табак. Ну, развиваем наши навыки. Земледельца. Полный прям. Вы вернулись к своей маленькой пашне. День выдался не из легких. Вы уже изрядно устали, но нужно доводить дело до конца. Посадить кусты. Титул получен земледелец.
Вашему упорству в работе с огородом можно только позавидовать. Благодаря тяжкому труду вы способны вырастить еду даже на голых камнях. Да, мы такие, да. Сломанная лопата валяется неподалеку, поэтому пришлось бы рыть лунки под саженцы голыми руками. Но мы же под эффектом коктейля. Хорошо бы, чтобы табак прижился и пошел на поправку. Вы взглянули на море, которое хорошо было видно даже отсюда, и непроизвольно зевнули. Возвращаемся на базу. Работа сделана достаточно для того, чтобы не умереть с голоду через несколько месяцев. Остается лишь продолжать уход за посевами. Открыты пути логова обезьян и убежища. Закрыты пути поля. Логово обезьян. Опять эти обезьяны. По деревьям над вами одна за другой стали проноситься обезьяны. Приглядеться, затаиться. Одна из обезьян несет в лапе какой-то блестящий предмет. Похоже, они нашли что-то интересное. Животное скрылось в зарослях, но их крики все еще слышны. Преследовать. Вы идете на крики приматов, стараясь держать достаточное расстояние. Вскоре перед вами открываются просторные поляны, окруженные древними руинами. Глядите руины, следить за животными. Но у меня такое ощущение, что как будто мы сейчас осмотрим руины и потеряем из виду животных, а у этих животных на самом деле окажется какой-то ключ к этим руинам. Вот что-то мне такое подсказывает чуйка. Так что давайте за животными проследим. Множество обезьян встали вокруг большой горы из веток, камней и прочего хлама. В центр поляны на задних лапах вышел коренастый самец, явный вожак стаи. Одна из обезьян протянула вожаку шкатулку из чистого золота. Лидер стаи подошел к горе хлама и поставил добычу на самую вершину. «Хочу эту шкатулку!» Броситься в бой с приматами. К черту, слишком опасно. «Хочу эту шкатулку!» Обдумав все возможные варианты получения сокровища, вы остановились на нескольких из них. Притвориться обезьяной, вызвать вожака на бой или украсть сокровище. Украсть сокровище. Вы решили обчистить своих дальних родственников, но просто так это вряд ли удастся. Бы сомневался. Обезьяны разбрелись по своим делам, сокровища охраняют лишь пара самцов с дубинами. Забраться на дерево, красться в кустах, ползти мимо руин. В кустах. Минус сердечко. Вы старались передвигаться в зарослях как можно тише, чтобы не привлечь внимания. К сожалению, заросли почти полностью состояли из особо жгучей крапивы. Вау. Вас пока не обнаружили, и цель уже совсем близка, но ее охрана позовет всю стаю, если заметит постороннего. Нужно их как-то отвлечь. Бросить камень, изобразить рык, изобразить крик птицы. Изобразить крик птицы. Вы издали то ли предсмертный хрип попугая, то ли болезненный кашель вороны, но это отвлекло обезьян. Теперь вы ближе к шкатулке. Шкатулка уже на расстоянии вытянутой руки, и никто не может остановить вора. Но пропажу наверняка быстро заметит. Подменить сокровище. И тут получен умелый воришка, и предмет получен золотая шкатулка. Но минус мешочек. Вы наспех набили мешок тем, что у вас было, и поставили его вместо шкатулки. Какое-то время король обезьян не заметит подмены. Вы знаете, как взять чужое и остаться незамеченным. Хе-хе. Мини Индиана Джонс. Вы стремительно нырнули в заросли и выждали возвращения обезьян-охранников. Те, как ни в чем не бывало, встали на свои посты, кража удалась. Покинуть логово обезьян. А руины мы уже смотреть не будем, да? Больше в логове обезьян нет ничего ценного. Задерживаться здесь нет необходимости. Открыты пути логова обезьян. Осталось убежище. Возвращаемся в убежище. Уткнувшись в склон, вы желаете
Вы жалеете о своей недальновидности, надо бы подумать, как возвращаться на базу. Неужто придется снова карабкаться? Лезть наверх, смастерить лестницу. А давайте. Минус мешочек. Лиана, прямые палки, полдня и лестница готова. Небольшой выступ на кромке обрыва выглядит достаточно надежным. Нужно только докинуть лестницу до него. Кинуть с места, кинуть с разбега. Место, минус сердечко, божественно. Верхняя ступенька взмывает ввысь и тянет за собой остальные. Выше, выше, ниже. Ай. Град ступенек с небольших камней валится вам на голову. Ладно, с разбега. Вы отходите подальше, встаете в позу олимпийского бегуна и стартуете прямо к горе. За несколько шагов до столкновения лестница устремляется вверх и разбивается в щепки. Потеряв последнюю надежду, вы горько смотрите наверх, на вершину плоскогорья. Мысли о родном шалаше придают сил, но не лечат душевную боль. И что, я, получается, потратил просто так сердечко и мешочек? Ай. Пальцы покрылись плотными мозолями, но высота наконец-то преодолена. Как приятно снова оказаться дома. Да, здесь пока пустовато, но вы, возможно, проживете на безлюдном острове до конца своих дней. Но жизнь отстой, жизнь прекрасна, сойдет. В целом все не так страшно. Да, на острове полно опасных хищников, но вы не утонули при кораблекрушении. Везде есть свои плюсы и минусы. Верно. Вы раздумывали о своей судьбе до темноты. Теперь, когда у вас есть собственное хозяйство, нужно хорошенько выспаться и набраться сил. Пол шалаша, усыпанный листьями, казался пуховой пеленой после тяжелого трудового дня. Сон накрыл с головой. Начался библейский потоп. Вокруг вода. Вас окутывает ужас. Ущипнуть себя, выплыть. Ужас перерастает в панику. Ваше тело вам не подвластно. Вы задыхаетесь. Кошмарный сон закончился, но вокруг все еще в воде. Снаружи стучит дождь. Вся палатка промокла. Предпринять что-нибудь, а то затопит. Холодный дождь быстро пробудил вас и заставил действовать. Вы начали бегать, суетиться и пытаться спасти припасы. Шалаш больше не защищает вас ни ваши вещи. Еще немного времени и все промокнет. Колотить навес, спрятать вещи под деревьями. Колотить навес. В торопях вы растеряли гвозди и потратили слишком много ресурсов на слишком маленький навес. Дождь не заканчивается и как будто льет еще сильнее. Танцевать? Сидеть под деревом? Вы замерзли, но хотя бы не получили разряд молний. Если бы танцевали, это намек на то, что мы получили бы его, да? Тучи рассеиваются, а вам теперь абсолютно ясно, что в таком шалаше не прожить долго. Пришло время построить основательное жилье. Смотреть лес у подножья плоскогорья. Зачем мне вообще что-то строить? Ну да, ну конечно. Спуск получился быстрым, за это время вы уже приноровились к своей новой базе, ее особенностям. Пока обходили плоскогорье в поисках материалов, вы заметили виноградную лозу на солнечной стороне склона. Попробовать лоза плюс мешочек. А из этой лозы можно сплести веревку. Вы запомнили это место и отправились дальше на поиски материалов для дома. Перед вами тропический лес. Осталось определиться, какого диаметра нужны бревна для вашего нового жилища. Диаметр? Конечно, толстый. Дом будет крепким и прочным. Повезло, деревья подходящей длины есть прямо у подножия. Вам не придется далеко таскать их из другой части острова. Начать рубить. Хорошо, что есть инструменты, работа с ними идет в разы быстрее. Слава цивилизации! Что-то захотелось поиграть в цивилизацию.
Чтобы нарубить достаточно бревен, пришлось работать несколько дней. Вы, мягко говоря, устали, а если говорить грубо, бросить все и отдохнуть. Ну, надо все-таки передышки делать, а то сейчас опять минус сердечко будет. А куда торопиться? Лес никуда не денется. Вы отдохнули 2 дня и набрались сил. Вот. Вы нарубили достаточно бревен для дома и для чистокола. Осталось поднять их на плоскогорье. Обвязать их веревками и затащить. Срубить лестницу из бревен. Срубить лестницу. Массивной широкой лестницей дело пошло быстро. За 3 дня вы перетаскали все бревна наверх. Наконец все материалы собраны на плоскогорье. Полдела сделано. Вторая половина собрать сруб. Придется вновь поработать топором. Несколько неудачных попыток собрать венцы привели к мысли, что надо вырубать чашки, чтобы бревна крепко прилегали друг к другу. К концу 3-го дня вы собрали квадратный дом со сторонами по 10 футов. Неплохая работа. Успех налицо прям. Прорубить окно, прорубить вход, настелить крышу. На плоскогорье растет много толстой травы, она отлично подошла для крыши. Такая сможет защитить от дождя и сохранить тепло в доме. Прорубить вход, окно, вход. Пока что это просто дверной проем, но в будущем можно будет сделать дверь. Ну и окно давайте. Теперь у вас вид на центр острова. Красота. Готово. Вы удивились, как комфортно оказались внутри. Толстые стены защищают от ветра. Подувает только из нескольких щелей. В таком доме будет прохладно в жару и сухо во время дождя. Я считаю, что день удался. У вас теперь есть собственный дом на острове. Вас переполняет гордость за свой труд. Это надо отпраздновать или надо экономить? Ну, давайте не транжирить. А вид, кстати, реально прекрасный. Вы уселись в углу своей новой берлоги и начали грызть старый корешок. Вы выживаете, а не живете. Не ной. На обустройство дома уходит много дней и ночей. Вы смастерили примитивную лавку, стол и даже кровать. Вот теперь можно и отдохнуть. Вы никак не можете уснуть. Сегодня вы опять подсчитали запасы еды, и их осталось немного. Нужно проверить посевы. Вот, я же говорю, надо экономить. А он тут пир захотел устроить и ноет, что выживаем, а не живем. Ну, определись. Какофония птиц, прилетевших на подоконник с первыми лучами солнца, разбудили в самую рань. Тем не менее, бодрости в теле было хоть отбавляй. Утренняя гимнастика, все дела, плюс сердечко. Мы за ЗОЖ. Напоминаю, в здоровом теле здоровый дух. После череды упражнений пот лился со лба ручьями, но энергии совсем не убавилось. Даже наоборот, жизненных сил стало только больше. Окончательно проснувшись и перекусив, чем попало из остатков припасов, вы полностью готовы к новым приключениям. Отправиться в путь. Материалы остались даже на лестницу, теперь спуск с базы будет комфортным, как никогда. Прекрасно, открыты пути, посевы и горячие источники. Горячие источники? Здесь? Это интересно, это интересно. Что это за звук? Местная флора и фауна? Вот у нас горячие источники эти самые. И посевы, которые нам надо проверить. Что ж, давайте-ка проверим эти самые посевы и проверим эти самые источники уже в следующей серии. А на сегодня, я думаю, на этом хватит. Спасибо, что ли, всем, кто смотрел, кто ставил лайки. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch, на Boosty. На Boosty у нас серии выходят на несколько дней раньше, если что. И кому интересно, то присоединяйтесь. Также следите за сообществом, не забывайте про колокольчик. Спасибо, всем до встречи.